Всем привет! Вы на канале Action. Сегодня я решил сделать ролик в формате обзора. И вот почему. Недавно ко мне в руки попала одна необычная вещь. Вот она. Как вы думаете, что это? Можете поставить видео на паузу и написать свои предположения в комментариях. Ну что ж, не буду больше интриговать. Итак, перед вами левая бедренная кость курицы. А имеет она такую необычную форму из-за того, что неправильно срослась после перелома. Вот тут для сравнения у меня есть нормальная бедренная кость от этой же тушки. Посмотрите. Это нормальная, это неправильно сросшаяся. Вот так вот они выглядят. Итак, для справки я приготовил рисунок со скелетом курицы. Так. Вот она, вот эта самая левая бедренная кость. Вот в скелете курицы она находится вот в этом месте. А теперь попробуем рассмотреть эту кость поподробнее. Так. Итак, вот этой частью кость входила в тазобедренный сустав, а вот эта часть входила в коленный. Вот если приглядеться, вот особенно вот здесь хорошо видна линия слома, по которой произошел перелом. И линия слома на противоположном отростке. Тогда обратите внимание, вот здесь такой костистый нарост появился в процессе срастания перелома. А вот здесь вот еще хорошо видна костная мозоль. Вот она. Костная ткань, которая разрослась и соединила между собой вот два костных отломка. Здесь у нее такие вот отростки видны. Вот вид с этой стороны. Так вот выглядит отсюда. Так, давайте измерим. Длина нормальной кости у нас 10 сантиметров. Вот так вот, да? А длина поврежденной, ну, около 8. Так. Предыстория появления этой вещи такова. На прошлых выходных я с семьей ездил в гости к тестю в Сакмару. И там мы решили приготовить бешбармак. Зарубили жирненького петушка, отварили. И когда стали отделять мясо, увидели вот эту необычную кость. Сначала долго не могли понять, откуда такая странная кость появилась. Но потом вспомнили, что где-то месяца 3 назад был сильный ветер. И кусок шифера, который стоял прислоненный к стенке сарая, упал и придавил молодого петуха. Удар шифером вот как раз пришелся по левому бедру. На тот момент птице было год и 2 месяца. Петух какое-то время не наступал на поврежденную лапу, но потом стал нормально ходить на обеих лапах, только слегка прихрамывая. И никто тогда не обратил особого внимания на этот инцидент. И только через 3 месяца, когда мы приготовили этого петуха на ужин, нас ждал необычный сюрприз. Еще добавлю, что помимо отваривания мяса в течение 2 часов, вот эти 2 кости я отдельно еще вываривал в течение 2 часов дополнительно,
чтобы убрать остатки сухожилий, мышцы, хрящи и придать вот этим костям более наглядный такой вот вид. Ну, это все, что я сегодня хотел вам рассказать. Пишите в комментариях, были ли у кого-то из вас подобные вещи в руках. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всего вам самого наилучшего. До новых встреч!